Доброго времени суток, дорогие наши друзья, любимые подписчики и гости нашего канала Паранормальных блогеров. Мы рады вас всех приветствовать. Сегодня мы хотим вам показать и рассказать об одном месте, находясь в котором даже днем становится как-то не по себе и подступает чувство неконтролируемой тревоги. После 90-х годов появилось много таких мест, где некие ОПГ творили свои бесчинства. Вот и эту местность лихие 90-е не обошли стороной. Некогда там орудовали криминальные элементы. Это было их излюбленным и популярным местом так называемой расправы. Сюда привозили всех неугодных им людей, и что они делали с ними, одному Богу известно. Как поговаривали местные, они вершили свой суд над каждым индивидуально. Кто-то был зверски и до смерти забит, кто-то был удостоен легкой расправы, пуля в лоб и никаких мучений, а кому-то присуждали особо жестокую расправу. Связывали, выкапывали глубокую яму и хоронили заживо. Всего, что там творилось, не перечислить. Одно ясно, что место это с жестоким прошлым. Нужно заметить, что в 2014-15 годах эту криминальную группировку удалось накрыть вместе с их лидером. И вот тут-то некоторые участники ОПГ стали потихоньку признаваться в своих преступлениях и убийствах, указывая на те места, где они закапывали тела или просто от них избавлялись. На том месте, куда мы сегодня с вами отправимся, следственная группа находила и выкапывала останки тел жертв. Проводились следственные эксперименты, каждый раз узнавая все новые и новые места с захоронениями. Кто знает, удалось ли им найти всех жертв, кого казнила эта ОПГ, ведь, по слухам, участники группировки уже и не помнят всех мест, где они закапывали погибших. Но это дело следственных органов – добиться правды и до конца раскрыть эту жестокую историю, которая тянется не из такого далекого прошлого. А мы, в свою очередь, решили прийти сюда, чтобы показать вам это место, ощутить атмосферу и энергетику, провести наши эксперименты и, возможно, понять, остались ли там неупокоенные души. Или прошлое, наконец, отпустило это место. Но даже в наше время, в недалеком 2014 году, здесь снова произошел резонансный случай, о котором мы вам подробнее расскажем в нашем выпуске с места той самой трагедии. Поэтому, дорогие наши друзья, устраивайтесь поудобнее, запаситесь вкусняшками, налейте в любимую кружку свежезаваренный ароматный чай с травами, которые так полезны в этот осенний период, и приятного вам всем просмотра. До встречи в комментариях. Всегда ваши паранормальных блогеров. Дорогие наши подписчики, любимые друзья и гости нашего канала, Всем доброго времени суток, и вас приветствует паранормальных блогеров. Сегодня мы приехали вот в этот лес и вот на это место. Красиво, не правда ли? Красота.
Но самое печальное, что это место связано с очень жуткой историей. И, между прочим, даже не с одной. Но одна из, скажем так, последних ужасных историй, мы о ней вам поведаем. Ну вот, друзья, мы сейчас находимся как раз вот на месте трагедии одной девушки. Это последняя жертва за не такой большой период. Это произошло в 2014 году. Пропала девушка. Долгое время не могли ее найти. Родители забили тревогу. Ну, как у нас это обычно происходит, полиция почему-то не очень шевелилась. Волонтеры стали искать из достаточно известного отряда, сами, наверное, знаете какой. Вот. С их помощью, ну, опять-таки, с помощью полиции, эта девушка была найдена вот здесь. Вот мы потом пройдем вот в этом овраге. Ну, если вкратце рассказать, что случилось. Девушка встречалась с парнем, и в этот же период времени она купила себе машину. Иномарка была. Вот. Ну и, по всей видимости, этот молодой человек позавидовал ей или еще что-то, не знаю. Но ночью он ее пригласил, ну, точнее вечером, он ее пригласил там куда-то прокатиться. В итоге по дороге они забрали еще какого-то его знакомого. В итоге они приехали с Казани вот сюда. Я не знаю, как они ее везли. Может быть, насильно уже потом в итоге везли. Не знаю. Об этом как бы никто не говорит. Но суть в том, что вот они, привезя ее сюда, выстрелили ей в висок. Из обреза. Из обреза, да. И выкинули тело вот в этот овраг. Сели и уехали. Продали эту машину через какое-то время. Часть денег они там за какие-то свои долги отдали, а на часть денег поехали куражиться в Сочи. Собственно, там их и накрыла полиция. Вот такие дела. А девушки нет. Вот цена человеческой жизни. Нынешние времена. Вот такие Человека, ублюдки. да, молоденькой девушки, 92-го года рождения. Ребят, 92-й год. Ей жить и жить еще. Счастливо. А ее уже нет, к сожалению. Из-за морально-этических соображений мы не будем показывать ее лицо и данные. Ну, Да. фамилия, имя. Я дату просто покажу. А сейчас давайте пройдем к оврагу, покажем. Угу. Сейчас, минуточку. Попробую показать. Вот около того обрыва надо еще замерить. Да. Здесь как раз-таки все тихо, кстати. Ну, а здесь... Здесь не место как бы Не трагедии, место, да. это просто место памяти. Да. Потому что во враге, сами понимаете, никто ставить не будет, туда не пробраться. Ну, овраг вот сколько тут. Овраг достаточно крутой. Метров 20, наверное, да? Да. Просто даже интересно. Ну да. Давненько мы его не брали в руки и хотелось посмотреть. Все время про него забываем. Так. Видно только меня. Нет, видно цифры. Видите, по нулям все. Здесь тихо, спокойно. Может, как-то вот так? Нет, видно. Видно? Это ты уже Да. электричество дала. Ну да. Вот так видно хорошо. Все тихо. Пойдемте пройдем к оврагу. Там посмотрим, замерим фон. Может, что интересное обнаружим. И вот, собственно говоря, это и есть тот самый овраг, в который эти нелюди скинули тело девушки. Он окружает вот весь этот лес, то есть он буквально со всех сторон есть этот овраг. Ну вот конкретно вот это место, эта местность.
где-то вот здесь ее скинули. На самом деле это ужасно. И найти очень сложно, поэтому пришлось долгое время ее искать. Вот так. На самом деле, почему я знаю это место, как бы я его знаю не понаслышке. Я в детстве проживала недалеко. И вот это место славилось раньше в 90-е. На самом деле самым страшным и кошмарным. Его все боялись. Потому что именно сюда привозили на разборки каких-то людей, кого-то застрелили, а кого-то даже бывало рассказывали, что закапывали живьем. То есть практически вот все это место, вся эта местность усыпана телами. Вот такая история жуткая. Это ужасно. Да. Как видите, показания есть. Ну да, здесь в округе, по сути, ничего нет. То есть, где вот показания, я вот поставлю вам, если видно, отсвечивает, наверное. Здесь сколько вот километров, наверное? То есть, вот посмотрите, это Километров лес. 6-7, вот там трасса. Ну это слишком далеко. Больше тут фонить ничего не может. Показания скачут. То есть, электро- и магнитные. Ну, судя по тому, что ты рассказала, как бы это неудивительно. Ну да. Все равно отголоски прошлого остались. Место на самом деле действительно очень такое неприятное, потому как даже по сей день говорят, что ведутся какие-то расследования, потому что не все тела нашли, не всех людей, которые пропали вот в 90-е. Может быть, кто-то слышал. Если слышали, как бы люди должны узнать это место, потому что оно действительно на слуху. Показания так и скачут. Я хотела положить на землю его, посмотреть вообще, как он будет. Ух. Электрическое поле есть. Не знаю, видно. Почему? Непонятно. Здесь электрики... Магнитное тоже 0,1, 0,2. То есть вот показания прям скачут. Что вот это может быть? Это вот, знаешь, вот как к вопросу, когда мы в психушку ходили, тоже там непонятные показания были. Вот именно это и интересно, потому что я-то знаю, мне знакомы эти места. Здесь, в принципе, ничего рядом нет такого, чтобы вот могло там фонить магнитное и тем более электрополе. Я не знаю. Ну, это как минимум должен какой-то силовой кабель проходить или что-то. Нет, здесь такого нет. Конечно, нет. Откуда в лесу? Тем более во враге. Ну, это бред полный. Ну да, тем более во враге. И вот что самое интересное, до сих пор вот ведутся какие-то расследования. И вот буквально не так давно разоблачили группировку, вот которая здесь бесчинствовала в 90-е. Половина посадили, половина людей уже из той группировки, уже не стало. И вот буквально не так давно главарь этой банды, вот буквально с полгода, наверное, назад умер в тюрьме. Вот сейчас нули. Угу. Вот смотри, вообще. Но при этом периодически подскакивают значения. Да. Еще знаешь, я слышала, вот тоже говорили, когда взяли главаря этой банды, сюда вот приезжали, эксперты какие-то и прочее, вот они тут территорию большую просто огораживали и перекапывали, искали, представляешь, тела.
Кошмар Да, какой-то. здесь вообще ужасно было. Ну, это, судя по всему, просто один огромный могильник. Ну, да, да. Местность, конечно, живописная. Но, к сожалению, Странно. да, посмотрите во враге, там, судя по всему, валяется бампер. Если вы видите, попробую приблизить. Не пойму. Вот, максимально, что я могу сделать. Бампер от автомобиля. Что здесь произошло и почему он здесь оказался? Кто его сюда сбросил? Непонятно. Ну да. Да, в общем-то, неудивительно. Ребят, как вы считаете, стоит сюда ночью приезжать нам или нет? Проводить эксперименты? Вы знаете, что делать. Да, если есть желание, чтобы мы сюда приехали ночью, вот буквально где-нибудь здесь, вот где как раз этот могильник, овраг и прочее, прямо вот здесь вот встанем, поснимаем кинект-камерой, сделаем ЭГФ. Да. Если вы желаете, давайте наберем вот на эту разведку, вот на это видео. Ну, давайте 700 лайков. Не будем завышать. Хотя бы 700 лайков. Давайте наберем. И тогда в тот же день, как прозвонит 700-й лайк, мы соберемся и приедем сюда. Дерзайте, ребят. Ау. Вот. Ух ты, ёлки-палки. Вот это место. Ну, одно из. Вот где они проводили раскопки. Да. Жуть берет, подожди-ка. Посмотрю. Не знаю, нашли здесь тело, нет, но я знаю точно, что вот эти люди с группировки. А здесь нуль. Нет, Есть, нет, есть. Смотри, есть. Угу. Я не знаю, ребят, вам видно, нет. Отсвечивает страшно. В общем, о чем я хотела сказать. Угу. Я вот знаю точно, что люди, ну вот эти вот бандиты, да, с группировки, их привозили уже, ну, полиция, следователи сюда, на это место, и они ходили, показывали, где они закапывали, ну, жертв. Я вот только не знаю, ну, говорят, что, конечно, нашли не всех, да и они сами уже не помнят, где кого конкретно закопали. Но история вот такая жуткая. Место, вот честно, до мурашек. Ужасное. Да. Вот как вы можете заметить, то все по нолям, то какие-то легкие возмущения. Возможно, здесь какое-то такое вот место, ну, типа какой-то магнитный разлом. Ну, место, знаешь, Тань, оно на отшибе. Оно, вот я говорю, где-то в 7-5 километрах от трассы. угу. Да нет, наверное, километров 7-8 точно есть. Угу. Потому что здесь еще, учитывая, что дорога вот так Ну да, она грунтовая идет дорога. Да. И поэтому, ну, здесь ни людей, никого нет. Вот сюда этих убийц и притягивала. Ну, вот эта вот энергетика здесь ужасная, давящая такая. И вот эта вот яма. А вот про нее говорили, что это. Ну а чё ж они ее не закопали? Не, ну а кому она здесь нужна? Ну посмотри, она прям по форме. Ну, по форме. Ужасно. Надеюсь. Фу, не хочу даже думать об этом. У меня просто знакомых здесь много, вот они рассказывали, у дороги, говорят, прям тут вот когда за грибами там ходили, все такое, видно, говорят, даже было. Жесть какая-то. Вот мы решили немножко по окрестностям пройтись. Ради интереса замерить фон. И вот что удивительно, что он не везде. Хотя все эти места рядом. Где овраг, были показания. Здесь нет. То есть мы немножко обходим, отходим. И все-таки там место такое. Ну вот, я же говорю, почему. Да.
Даже с той самой ямой. Ну да. Я просто хочу немножко наблюдения такие повести, поэтому... Посмотреть, как себя поведет электромагнитник. Возможно, это какая-то блуждающая энергия. Как ты думаешь? Ну, как я думаю, мне кажется, если здесь все-таки остались какие-то неупокоенные души, а они остались, по слухам, то вполне возможно, вот это и есть вот эта вот блуждающая энергия, энергетика, или как ее назвать, аномалия. Аномалия, да. Но аномалию на самом деле во многом еще создают люди. Да, негатив. Негатив, негативная энергия. То, что однозначно же, что сюда не с добром приезжали, а именно с негативом, с какими-то страшными намерениями. И, возможно, вот природа, деревья те же самые, они же живые, впитали вот эту энергетику, и вот эту энергетику, собственно, мы сейчас и наблюдаем на электромагнитнике. Да, интересная версия. Поэтому... Он Adidas. Adidas. Давайте посмотрим Adidas. Кто еще не видел? Следы гопников. Следы гопников, точно. И следки тоже. Ну, не без юмора, конечно же. Поэтому, дорогие наши друзья, будьте добрее. Побольше позитива в жизни, побольше юмора. Относитесь к каким-то вещам проще. Пока тихо, спокойно. Интересно, интересно. Я пока изменений не замечаю. Все-таки, да, действительно блуждающая энергия. Друзья. Светлана что-то нас зовет. Это вам от нас. Какое милейшество. О, чего-то моргнуло. Или не Вот моргнуло? до сюда вот хочу дойти, посмотреть. Птички какие-то. Потому что вот, ну как вот говорили, да, вот это место, вот оно большое, вот эта территория. Просто не знаю я конкретно где, но вот эта территория. Вот я ее хочу обойти, смотреть. По поводу захоронения, я имею в виду. Хочешь еще какие-то последствия Вот. найти? Да Я же говорю. неужели... Ой, что это там такое? Доски, что ли, сложили? Что это Не такое? знаю, какие-то. Что это вот? Очередная яма. Ну, мне просто что-то здесь уже не очень приятно становится. Ну, да. Ну, понимаешь, вот эти, как назвать это, раскопки, можно это так назвать? Вот этих вот тел из Мгм. 90-х, да? Ну уж не тел, там косточки. Что там осталось? И осталось ли вообще, да? Да. Они же длятся и по сей день. Потому что следствие-то до сих пор не закрыто. И причастные вот к этим всем ужасным событиям люди, они по сей день там что-то вспоминают. Вспоминают там какое-то новое место. Снова там едут на Проводить. эти раскопки, да, Да. ну там следственные эксперименты и прочее. То есть как-то вот так. Все это, эти отголоски, они по сей день длятся. Да. Это понятно. Что там? Пойдем посмотрим. Пойдем. Я не знаю, если, ребят, вы захотите, чтобы мы пришли сюда ночью, я думаю, здесь ночью совершенно будет другая атмосфера и другая энергетика. И, скорее всего, ну, наверное, даже показания будут другие, мне кажется. Вот и мне тоже Надо интересно посмотреть, посмотреть, да. какие показания будут. У нас сейчас просто разведка дневная. Но я думаю... В дупло заглянем. И я тоже Я думаю, заинтересована. что это тоже же интересно посмотреть днем место. Так, да. Бутылка. Может, там послание?
Сейчас Нет. пошлют тебя. Не будем И лезть. рука такая оттуда, да? Ага. Не будем лезть в бутылку. Джин там вылезет. Это какие-то... Как это сказать-то? Из картона. Да, это рулоны какие-то. Видимо, на них что-то было. Они, вон, картон, смотри, что ли? даже замотаны в этот скотч. Ребятки, если кто-то из вас знает, от чего вот эти вот... Откуда Тубы. здесь этот мусор? Да, Признавайтесь. какие-то макароны, по-моему, да? Да. Как раньше были с дырками внутри. Советские спагетти. Советские спагетти. Да, блин, Спагетти не фонят, и слава богу. не воняет. Ну что, ребят, наверное, на этом мы заканчиваем нашу дневную прогулку, дневную Небольшую разведку. разведку. Ну, давайте, действуйте, если вы хотите увидеть ночное видео с этой локации. Тогда продолжение будет. Конечно, 700 лайков. По секрету. Ну все, пока, друзья. Вы у нас Лучшие! лучшие. Пока-пока.